you go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре мы с вами рассмотрим новые динамические наушники форм-фактора вкладыши от компании Sivga стоимостью $65. И приходят они в очень небольшой по габаритам коробке с минималистичным оформлением, где на лицевой части имеется логотип компании, а сзади уже указаны технические характеристики. И за звук в этих наушниках отвечает один динамический драйвер диаметром 15,4 мм, а чувствительность составляет 109 дБ, и они получили сопротивление 64 Ом. И сразу скажу вам, что на раскачку эти наушники довольно средние. Ну а теперь давайте рассмотрим комплектацию этих наушников более подробно. Наушники, вместительный фирменный кейс, инструкция по использованию наушников и специальные амбушюры в форме бублика. Эти наушники довольно крупные, выполнены из золотистого металла с использованием африканского черного дерева. И смотрятся они, конечно, прям дорого и определенно сразу притягивают к себе внимание. Но здесь у них имеется логотип компании Sivga и рядом присутствует маркировка канала. А еще рядом располагаются 6 небольших отверстий для компенсации. И обратите внимание, что кабель тут идет со штекером на 3,5 мм джек и использует уже посеребренную бескислородную медь. Но я считаю, также важно отметить, что этот кабель несъемный, и лично я думаю, что было бы очень даже неплохо, если бы он был модульный, поскольку на раскачку эти наушники довольно средние, и подключать их к источникам с балансным подключением было бы куда предпочтительнее. Ну что есть, то есть. Но сидят в ушах эти наушники довольно неплохо, но безусловно не так идеально, как внутриканальные наушники, но тем не менее добиться хорошей посадки мне удалось, и использовал я их с комплектными амбушюрами в форме бублика, и с ними в моих ушах сидят они довольно хорошо, с достаточно плотной посадкой и более-менее неплохой звукоизоляцией для такого форм-фактора, но обязательно учитывайте, что эти наушники довольно крупные, поэтому под маленькие уши я думаю, что они вряд ли подойдут. Но приобрести наушники Sivga M300 вы сможете прямо сейчас в официальном магазине компании Sivga на AliExpress, либо на их официальном сайте sivgashop.com. Ну а все необходимые ссылки на покупку этих наушников, как всегда, будут в описании и закрепленном комментарии под этим видео. Ну а теперь давайте поговорим подробнее о звучании этих наушников, и как всегда я сразу начну с низких частот. И для такого форм-фактора звучат они неожиданно весомо и объемно. Бас у M300 действительно ощущается слегка физически, он довольно плотный, упругий и очень собранный. Здесь нету какого-то такого дешевого гудения или искусственного подъема, а наоборот все звучит естественно и чисто. Но конечно нужно учитывать, что здесь многое зависит от посадки. И если наушники у вас в ушах сидят не очень плотно, то можно сказать, что бас практически пропадает. Но стоит им правильно сесть, и все раскрывается, и появляется и глубина, и масса, и приятная ощутимая вибрация. И мне понравилось, что бас здесь точно не стремится доминировать, а работает как основа для всей сцены. Он поддерживает ритм, добавляет плотности, но при этом никогда не перекрывает середину. И уже на треках с насыщенной ритмикой все остается читаемым и слышно, где бочка, где бас-гитара, а где уже играет синт. И есть четкое ощущение, что низкие частоты были выстроены грамотно и сбалансировано. И при этом по восприятию этот бас не ватный, не размазанный, атака вполне быстрая, отклик четкий. И именно это и создает то самое ощущение жизни в звуке. И что особенно радует, так это то, что бас в M300 впечатляет вас не безумным количеством, а именно своим качеством. И ты чувствуешь буквально настоящую прозрачную текстуру, удар барабана, легкую вибрацию и воздух между звуками. И этот бас всегда остается собранным и контролируемым, не теряет форму и не утомляет даже при долгом прослушивании. В общем, подача такая музыкальная и живая. Именно это и создает ощущение естественного драйва. Бас тут не давит на вас, а словно двигает музыку, делая ее уже более насыщенной и вовлекающей. И в итоге низкие частоты у Sivga M300 получились именно такими, какими и должны быть у хороших вкладышей. Естественными, текстурными и телесными. Они не перегружают ваш слух, но при этом создают фундамент и глубину, добавляя музыке большего объема и присутствия. И это тот редкий случай, когда ты не просто слышишь бас, а ощущаешь его как часть живого звучания. Ну а теперь давайте поговорим о середине, потому что именно она в Sivga M300 задает общее настроение их звучания. И средние частоты здесь очень теплые, ровные и не
невероятно приятные на слух, и они звучат так, будто все чуть смягчено, совсем без острых каких-то граней и без напряжения, но при этом важно отметить, что не теряется детализация, то есть это такая не мутная середина, а скорее гладкая, теплая и музыкальная, которая будто обволакивает тебя, и за счет этого голоса звучат натурально и живо. Мужской вокал такой плотный, телесный, с легкой бархатистой теплотой, а женский мягкий, но при этом достаточно выразительный и не уходит в какую-то неприятную резкость. И особенно классно здесь передается именно тембр инструментов. Гитары звучат объемно и с телом, а пианино имеет ту самую ламповую деликатную плавность. И все это создает ощущение такого очень цельного и музыкального звучания, без попытки что-то там анализировать, поскольку ты просто берешь, слушаешь и получаешь удовольствие. Но отдельно мне хочется отметить, что середина у М300 точно не уходит на какой-то второй план, то есть она не прячется там за басом, не прижата, а наоборот она находится на своем месте, и за счет этого звучание получается уже более сбалансированным. Вокал всегда в центре, инструменты как бы не конфликтуют между собой, а сцена ощущается широкой и свободной, и даже на плотных композициях все читается, и при этом сохраняется ощущение такой приятной мягкости и естественности. В общем, это тот случай, когда середина не просто передает вам информацию, а создает именно настроение. И в итоге средние частоты у Сивга М300 это, можно сказать, их душа. Они звучат естественно, телесно и тепло, с отличным балансом между мягкостью и выразительностью. Это именно та середина, которая делает прослушивание долгим, расслабленным и очень музыкальным. Ну а высокие частоты в Сивга М300 подаются очень аккуратно, слегка притемненно и без какой-либо излишней яркости, но с достаточной детализацией, чтобы все звучало естественно и очень приятно для слуха. И первое, что бросается в уши, это то, как гладко и чисто оформлены верха. Они не звенят, не режут слух, но при этом дают вам хорошее ощущение пространства. Цимбалы, тарелки, перкуссия, все это звучит мягко и с натуральным послезвучием, будто звук не обрывается резко, а как бы плавно уже уходит в воздух. И вот именно вот такая ламповая мягкость делает М300 комфортными даже при долгом прослушивании, и их реально можно спокойно слушать часами, не чувствуя никакой усталости. И при этом, несмотря вот на некоторую мягкость, эти верха, так скажем, не замылены, поскольку деталей хватает и вам легко слышны мельчайшие нюансы записи, такие как дыхание вокалиста, легкие там щелчки струн и даже скольжение пальцев по грифу. И все это реально есть, просто уже без вычурной агрессии. То есть Сивга тут прям нашли ту самую грань, где высокие частоты остаются информативными, но не переходят в излишнюю резкость или утомляющую светлость. И интересно, что именно благодаря такой подаче верхов в звуке появляется то самое правильное ощущение пространства и естественной глубины, где все расположено свободно и дышит. И вот эта легкость, как по мне, отлично дополняет теплую середину и очень плотный бас, создавая ощущение гармоничного, связанного и живого звучания. В общем, высокие частоты в Сивга М300 это пример грамотного подхода к балансу. Они не пытаются впечатлить вас каким-то блеском, супер показательной техникой или искусственной яркостью, а просто звучат правильно, чисто, естественно и музыкально. И именно поэтому этот звук хочется слушать долго. Он не давит на вас, не утомляет, а наоборот расслабляет и дает возможность по-настоящему наслаждаться музыкой. А вот со звуковой сценой у Сивга М300 все получилось прям неожиданно круто, особенно если учитывать, что это формат вкладышей. И обычно как раз от вкладышей ждешь чего-то такого более камерного и более приближенного по звучанию, но здесь сцена реально ощущается широкой и естественной и дает очень приятное ощущение пространства, будто музыка не просто звучит у тебя в ушах, а живет вокруг тебя, как уже в открытых полноразмерных наушниках. И первое, что чувствуешь здесь, это воздух. Между инструментами словно есть свое отдельное пространство, и оно не искусственное, а именно живое и органичное. Вокал тут не нависает, не давит центр и при этом всегда остается сфокусированным. Да и инструменты будто были распределены уже с четким пониманием. Гитары и клавиши занимают свои места, а ударные и бас четко расположились внизу. Ну а тарелки уже аккуратно подчеркивают зрелый верх. И все звучит довольно раздельно и без каши, и без ощущения, что будто бы все смешалось в одно непонятное месиво. Да и к тому же по глубине сцены М300 тоже удивляет, поскольку тут есть явное разделение планов, и уже на хорошо записанных треках слышишь, как звук уходит вдаль. Где-то позади играет вторая гитара, а чуть ближе уже звучит вокал, а перед тобой ровно и четко основная партия. И это создает ощущение такого естественного объема, когда звук словно обволакивает,
но не давит. И в целом звуковая сцена у Civ Game 300 это открытое, воздушное и объемное пространство, где каждый инструмент звучит на своем месте. И она создает именно то ощущение присутствия, которое и делает прослушивание живым, и ты не просто слышишь музыку, а ты чувствуешь, как она дышит и буквально движется вокруг тебя. Но вывод у меня получился таков: Civ Game 300 это те редкие вкладыши, которые реально удивляют не только своим внешним видом, но и звучанием. И при хорошей посадке они выдают плотный живой текстурный бас, теплую естественную середину и мягкие воздушные верха. И все звучит сбалансированно, комфортно и очень музыкально, без яркости и без какой-либо усталости. В общем, просто такой честный и приятный звук, который хочется слушать долго. И эти наушники прекрасно берут своей натуральностью и ламповой теплотой подачи. И как по мне, это действительно отличный вариант для тех, кто ценит естественное и расслабленное звучание. И от себя я смело рекомендую эти наушники к покупке. Ну а ссылка на покупку этих наушников, как всегда, будет в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.